Всем доброго вечера, друзья мои. Сегодня у меня очень насыщенный день. Но поскольку я планировала эти работы снять в ближайшие дни, то я и снимаю, и дарю вам, а потом пойду заниматься своими делами. Если я это не сделаю, знаете, пока я не подарю, не сделаю то, что я должна сделать, я прям болею. Итак, вы знаете, после того, как я начала показывать алтари, после того, как объяснила, как работать с куклами, для чего они нужны, эти предметы-посредники, кто такие фамильяры. Далее статуи, чуры. Они, конечно, были и до меня тысячелетиями, но об этом мало кто знал и мало кто раскрывал эту тему, тем более учил и объяснял. Теперь вы можете видеть огромное количество алтарей, всяких разных статуй. Они, может быть, даже красивее, чем мои алтари уже. Да вообще наши зрители делают лучше алтари, чем всякие магуйки, я вам скажу. То есть не без гордости, да, так правильно. Появилось огромное количество людей, которые, назвав себя ведьмами, начали эти все знания у меня взятые, из книг взятые. Почему бы нет? Это же не только у меня есть знания, есть и множество умных книг и тайных, скажем, таких тайных знаний, которые постепенно стали достоянием общества, поскольку интернет появился. И вот они начали свое там переделанное, взятое у чужих, совсем чужое, все это продавать. Я вот смотрю на все это. И вот думаю, эх вы, я больше 20 лет. Из них, наверное, сколько лет, как у меня появились вот эти все в интернете группы, много. Моему ребенку было, наверное, года 4. Сейчас ему уже 19-й год пошел. Вот с того времени я и в интернете это все выкладывала, и там учила, объясняла. И многие из моих зрителей знают меня еще с одноклассников. Сейчас меня там нет. Если вдруг там появится кто-либо, это не я. И в этих группах я выкладывала. Моя ошибка была в том, что я эти тексты выкладывала, объясняла. Одноклассники, они сейчас пахнут нафталином. Но когда-то был популярный сайт, и там очень много я выложила своих работ, которые потом увидела видоизмененные в других местах, да и вообще напрямую. Даже мое общение с людьми копировали, ставили как свое. Была такая тема. Медиум отвечает. Вот там просили, и я потом, после вызова духов, отвечала на вопросы людей. Мне было это интересно. Свободное время заходила. Но не особо устраивала, потому что нужна была такая площадка, где ты можешь многим людям сразу же объяснить и подарить нужные работы. Это YouTube оказалось. Те вещи, те знания, работы, которые тысячелетиями ведьмы скрывали за 7 замками. И сами проводили успешно, и за это брали деньги, имели на это право. Очень-очень многое я подарила людям. Очень много раз была наказана из-за людей. Потому что люди, которые только берут и никак не откупаются от сил. Не обязательно мне вообще откупаться от сил. Не привыкли. А ведь есть вселенское равновесие, и если не они отдают, то отдаю я. Отдаю я здоровьем, отдаю я
непредвиденными расходами, много чем я плачу и отдаю. Ибо за тайные знания надо что-то отдавать. За помощь надо что-то отдавать. Человек взял, воспользовался моей работой, спас себя от тюрьмы, спас себя от разорения и так далее. И ничего взамен не сделал. Ни мне, ни Вселенной, ни другим. Никому. Никак не ответил на это. И, следовательно, кто должен платить за все это? Ведь духи пришли, помогли, они берут свою плату, энергию. Деньгами, вещами, предметами, поступками, едой кому-то, много чем. Это все энергия. Потому что когда мы зарабатываем деньги, мы отдаем свою энергию, свое время. Следовательно, все, что мы заработали, это наша энергия. Мы что-то, какую-то часть отдаем своей энергии, платим за то, что нам какая-то сила помогла. Я себя возьму пример. Для того, чтобы добиться чего-то в жизни, я отдала время, молодость, здоровье, годы, энергию, силу. Отдала и получила. Точно так же любой человек, который предан своему делу. Писатель отдает свое время, энергию, молодость, здоровье, пишет. Это бессонные ночи, это умственный труд. Почему-то люди то, что не могут пощупать и потрогать, не считают трудом. Но ведь учителя тоже ничего не воспроизводят, они учат поколение. Можно ли сказать, что они бесполезны? Они же ничего не воспроизводят, они ничего не шьют, они ничего там, не знаю. Мы же не видим, это невидимый труд. Но это остается в сознании. Мы сделали человека вершиной мироздания, вершиной, понимаете, и поклоняемся человеку, его минусам, плюсам и так далее. На этом построена вообще западная идеология, что человек, он прекрасен во всем, в чем чем его наделили. Неправильно он живет, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, неважно, это же человек, это его желание, хочет за собаку, выйдет, это его желание, его надо любить таким, какой он есть. Восточная идеология больше нацелена на душу человека. Не человек важнее, а моральные устои человека. То есть человек сам по себе может сказать, я хочу голышом ходить, где-то в какой-то культуре скажут, правильно, это человек, это его желание, главное, чтобы он был счастлив. А в другой культуре скажут, нет, не его счастье главное, главное, чтобы он правильно жил и не показывал дурной пример другим. Понимаете, в чем разница, отличие? Так вот, учителя учат правильно жить. И мы же не видим их труд, он невидимый. Однако есть их заслуга во всем, да? Врачи тоже что-то делают, мы не видим, они назначают лечение, оперируют, да, вот это можно физически проследить. Но, по сути, они ничего не производят, но они продлевают жизнь человеку, они спасают людей. Мы стали материалисты, мы видим только материальные блага. Когда проводили опрос у людей, скажите, вот что бы вы сделали, если бы вам что-то подарили? Они говорили, подарим что-то взамен, равноценное. А что бы вы сделали, если бы вам помогли, спасли, за вас заступились? Мы бы сказали спасибо. То есть то, что нематериально, человек не считает ценностью. То, что человеку дают даром, я не про всех говорю, но основное количество людей, они такие. Если он не приложил никаких усилий, если он бесплатно получил то, что спасло ему жизнь, судьбу, брак, семью, бизнес и так далее, он без усилий это получил. Он увидел ритуал, взял, сделал, ему помогло. Он не считает нужным ценить это. Почему? Потому что он усилий к этому не приложил. Он не заплатил за это. Он ничего не купил. Он никуда не пошел, ничего не искал, какие-то редкие там атрибуты, ингредиенты, чтобы это провести. Легко, просто, доступно ему объяснили. Вот возьми, сделай, и у тебя получится. И он это сделал. И он не видит в этом ценность. Почему? Потому что ему легко досталось. А так нельзя, так не должно быть. Вы должны знать,
За все, что вам дается, кто-то чем-то заплатил. Вы смотрите телевизор, многие ученые, создавая сначала радио, потом еще другие там агрегаты и так далее, все это потом воедино соединилось и получился телевизор, которым мы наслаждаемся. Но многие ученые, которые шли к этому, некоторые умирали в бедности, некоторые ничего не достигли, то есть имеется в виду, не оценили их труд. И в конце концов мы дошли до того, что мы это имеем, это труд многих людей. Многие люди отдали за это свою судьбу, время, своей личной жизнью пожертвовали. Так можно на любой предмет, указав то, что нам приносит благо, то, что нам служит и помогает. То, что стало для нас обыденным, каждодневным, на самом деле человечество этого добилось благодаря труду многих поколений, многих людей, и судьба многих людей была поставлена, то есть положена, да, на алтарь служения человечеству. И человечество в итоге вот достигло вот этого. И этим пользуется каждый день, не замечая, не помня труд тех людей. Вот я не зря создала ритуал, если помните, да, к загубленным душам. Кажется, я так назвала. И я объяснила, что, друзья мои, мы живем в стране, которая изначально была создана нехорошо. Имеется в виду Советский Союз, да, этот труд везде использовался. Сначала уничтожением целого слоя населения, потом уничтожением интеллигенции, достойных людей, и учителей, и священников, врачей. Почему и священников? Среди них тоже было очень много хороших, достойных людей. Это был, интеллектуальный слой общества, который уничтожили. Потом мы пользуемся работой зэков, то есть заключенных, людей невольных, которым не платили за их труд. Это наши все железные дороги, ГЭСы, ТЭСы и так далее. Это все халявный труд. И если мы не будем помнить, благодаря кому это все построено, сделано, и не попросим, не покаемся перед их душами, так и будем постоянно, у нас будут катастрофы, катаклизмы. Мы должны попросить прощения за все, что сделано, пускай не нашими предками. В любом случае мы причастны к этому всему. Мы же живем в той стране, где когда-то это было. Этот красный террор был оправдан тем, что вот страну подняли, но загубили души невинных людей. Мы должны научиться что-то отдавать взамен. Никто не говорит, что ты обязан там последнее отдать и так далее. Но есть очень много людей, которые на свой отдых, на свои шубы, на свои бриллианты не пожалеют ничего для своего наслаждения. Но благодарности нет. Я уже приводила пример. Шли с одной женщиной, родительницей, и были некие проблемы у моего сына с дикцией и у ее. Там логопед работала в садике. Ее обязанности входит 15 минут в неделю позвать ребенка и поработать. Не более того. Я оплатила ей, договорилась, попросила ее, и она каждый день его вызывала, целый час работала с ним, каждый день. Мы шли, и она говорит: у вашего сына прям вот исправилась речь. Я говорю: логопеду заплатите, пускай занимается сверхурочно с вашим ребенком. Она: почему это? Это ее обязанность. Я говорю: ее обязанность 15 минут. И прописано это. Дальше она не обязана. 15 минут в неделю позовет твоего сына и позанимается. А если ты хочешь исправить речь ребенка, заплати человеку за его время, и она позовет целый час позаниматься. Это ж не школа, чтобы от уроков оторвать. Они играются, она забрала его, и целый час с ним занимается. С чего это? Вот им сейчас по 19 лет, вот у этого мальчика до сих пор дикция, речь нехорошая. Почему? А потому что мамаша считает, что какого ложна я должна платить. Это ее обязанность. Ее обязанность 15 минут в неделю, не более. Видите, люди готовы просто, то есть они не видят ценность, они не понимают, что это будущее их ребенка, что завтра он станет уже взрослым парнем, потом мужчиной, ему будет неудобно, это комплекс. Я же чувствую, этот ребенок стесняется, плохо говорит.
Но мать решила, что... Я не скажу, что они бедные люди. У них там в Болгарии дом, еще где-то. Они летают все время на Канары, отдыхают. Замечательно живущие люди. Но они считают, что им должны, обязаны бесплатно. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, вот эти все труды, которые вам отдаются, и когда люди думают, ну вот, отдает, и замечательно, но за них платит тот человек, который отдает. Я не буду перечислять, чем. Это вам напоминание о том, что многие продают чужие труды, или взятые где-то в книгах прочитанные, или на сайтах где-то прочитанные. Я не говорю, что плохие труды, не свои, но продают. Я вам подарила огромное количество работ. Я вам подарила ведьмину бутылку, чтобы вы не соблазнялись, не платили деньги. Причем большие деньги еще неизвестно, там действительно начитано ли это, опять же, конвейер, который просто вам как бы... Вот видите, что-то камера никак не настроится. Видимо, из-за кукол. Просто он пытается обхватить их лицо и немного вот так тускло снимает. Вот, теперь вроде нормально. Потом я вам подарила работы зазыва, да, там, мужчины, чтобы вы не платили. Я вам сказала, сами проводите, если есть чувство у человека, придет. По крайней мере, вы поговорите, объяснитесь и поймете друг друга или сюда, или туда. Теперь я хочу вам подарить еще одну работу. Наверное, назову «Защита бутыль» или «Бутыль защита», как хотите. Вот смотрите. Берете маленькую бутыль. Вам нужна черная ткань. Нить любая, можно черная шерстяная, можно вот обычная вот такая, как он там называют, не люблю это слово произносить. Я взяла маленькую такую бутыль. Продается алкоголь там в маленьких таких бутылках. Бренди, коньяк и так далее. Вот маленькие. В пятерке, в Магните можете всегда найти. Значит, 3 чайные ложки соли. Перемешайте с горячей или теплой водой, чтобы соль как можно больше растворилась. Ну, какая часть не растворится, ничего страшного. Вылейте в эту бутыль. Кидайте туда 6 маленьких гвоздей, чтобы помещались. Сверху выливайте опять эту воду, чтобы вот прям до горлышка, да, до дна. Ой, неправильно сказал. До горла, одним словом. Полностью, чтобы вода была, чтобы там не играла вода туда-сюда. И закрывайте. Закрывайте, потом обматывайте в эту черную ткань, сверху вот аккуратно нитью. То есть вот так вот делаете такую маленькую бутыль. Можете начитать и оставить дома у себя. Это защита. Вот если вы часто уезжаете куда-нибудь, почему острые в соли? Соль, она тянет все зло на себя. Соль точно так же, как продукты, например, спасает от гноения и прочее, да, солью там. В соли хранили долго продукты, потому что соль, она в себя тянет всю скверну и дает возможность продуктам сохранять свежесть. Соль тянет на себя плохую энергию. Об этом мы уже говорили. Кристаллики соли. Соль, чтобы она тянула на себя. Да, через бутыль тоже тянет, потому что энергия, она никуда не девается. И гвозди – это острые, это страшные, это опасность. То есть острие всегда символизируется с опасностью. Опасность закрывается в этой бутылке маленькой. Собственно говоря, вы обезоруживаете будущее какие-то опасности на вашем пути. Можете дома оставить, если часто отлучаетесь и переживаете за свой дом, чтобы дом был в сохранности.
Можете сделать такое для дома, другое забрать, например, оставить у своих детей. Только они должны понимать, что это защита. Они должны спрятать где-нибудь в шкафу, в углу, где угодно, чтобы это было в доме. Такое можете начитать и положить, например, в машину своего мужа, если он часто разъезжает, и вы за него переживаете, чтобы с ним ничего не случилось. Было бы хорошо, если бы он сам начитал, но в любом случае. Далее. Когда вы читайте как для себя. В этом заговоре не нужно говорить имена людей, для кого вы, значит, неважно. Вы читайте, начитали и оставляйте эту бутыль. Это же ваши родные люди по крови. Поэтому они будут защищены через эту бутыль в любом случае. Можете такое же сделать и забрать к себе на работу. И где-нибудь спрятать, чтобы на работе у вас ничего не пропадало, не было воровства, не было недочетов, не было каких-нибудь... Кто-нибудь спросит, а можно возить туда-сюда? Нежелательно. Потому что этот заговор закрепляется за тем местом, для чего вы начитали. И поэтому, если отвезете на работу, вы должны там же начитать 6 раз. Отдельно где-нибудь в кабинете закройтесь, начитайте 6 раз и оставьте где-нибудь. Если у вас, например, свой ресторан, свое кафе, или вы заведующая там, у вас есть свой угол, где никто не полезет, хоть сейф, там ставьте. Он будет вас защищать, оберегать от всякого воровства, от всяких там неуместных проверок и прочее, прочее. Читать нужно 6 раз. Я прочитаю, наверное, 1 раз, потому что это длинный заговор. Дальше. Если вдруг разобьется или куда-то там денется, или что-то случится, не переживайте. Просто повторите эту защиту. Вреда это не принесет. Мои работы составлены так, что если что-то теряется, ломается, разбивается или там неправильно проводят, просто не получается или теряет силу. Но вреда это не принесет. Но потеряется, сделайте по новой. Вот и все. С собой возить через аэропорт не рекомендую. Почему? Потому что вам всегда спрашивают, что там. Даже если вы сдаете в багаж, они могут спросить. Но вам придется рассказать, это защита такая, я с собой вожу. Ну, в багаже можно, мне кажется, любой, насколько я помню, разрешает. Но могут принять за алкоголь, не пустить. Так что, не стоит. Это будет спорный вопрос. А так, в остальном, можете, например, если вы едете и боитесь, на себя начитать и перевозить в своем маленьком чемоданчике. Везде и всюду. То есть это защита на работе, для детей, для машины, для дома, для себя и для тех, кто кровью с вами связан. И не только кровью, родственными узами. Но потому что в вашем доме, естественно, и ваш муж живет, и дети живут, если вы замужем. Вот, начнем. Еду я на серой собаке. Еду не еду, иду да не иду. Кольцом качу, вихрем погоняю. Духом крылатым лечу. Навстречу мне 6 духов злых. Идите, духи злые, людей злых найдите, их терзайте и дерите, а меня не трогайте. Да будут мои слова крепкие да цепкие. Как земля небу не угрожает, так и мне никто ничем не угрожает. Так и мне, чтобы никто ничем не угрожал. Враг меня ни днем, ни ночью не увидит, не навредит, дела мои не испортит. Тело мое в огне не сгорит, вода меня не возьмет, пуля до меня не долетит, нож сломается, вредитель до меня не дойдет. Душегуб стороной обойдет. Хитрец не обманет, лжец не обберет, вор моего не украдет, зараза не пристанет, страх врасплох не застанет. Духи злые, идите по миру ходите, злых людей найдите, бейте и дерите, а меня не трогайте.
Моя защита всегда со мной. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Прочитаю еще раз. Да, даже если вы читаете для своих детей, оставляйте в их доме, говорите я, для меня, для себя. Вы себя называете. Потому что вы читаете на это место. Меня не возьмет. Вот для кого вы оставите эту бутыль, на него и сработает. В этой работе, в этом заговоре именно так работает эта система. Не спрашивайте, почему и как. Это долго рассказывать, и много я объясняла об этом. Можете открыть ключ, замок, язык заклятый и посмотреть заговор, как составляется. Я люблю людям подробно объяснять, чтобы они не вслепую там лишь бы взяли и сделали, а понимали, подходили к этому очень осознанно. Зачем мне это нужно, почему именно так читается, а не иначе, как это работает. Если кто-то вам говорит, так надо, и не спрашивайте вопросы, нельзя задавать, значит, этот человек сам не знает, как это работает. Просто злится, раздражается, что ему вот задаете неуместные вопросы, ответы на которых он не знает. Начнем. Еду я на серой собаке, еду не еду, иду да не иду, кольцом качу, вихрем погоняю, духом крылатым лечу. Навстречу мне 6 духов злых. Идите, духи злые. Людей злых найдите, их терзайте и дерите. А меня не трогайте. Да будут мои слова крепкие да цепкие. Как земля небу не угрожает, так и мне бы никто ничем не угрожал. Враг меня ни днем, ни ночью не увидит, не навредит. Дела мои не испортит, тело мое в огне не сгорит, вода меня не возьмет, пуля до меня не долетит, нож сломается, вредитель до меня не дойдет, тушегуб стороной обойдет. Хитрец не обманет, лжец не обберет, вор моего не украдет, зараза не пристанет, страх врасплох не застанет. Духи злые, идите по миру ходите, злых людей найдите, бейте и дерите, а меня не трогайте. Моя защита всегда со мной. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Читайте 6 раз и проводите, как я вас научила. Насколько можно эту бутыль оставить? Обновляйте, начитывайте хотя бы раз в месяц. Если ваши дети далеко находятся, пусть они это проводят и начитывают, потому что тот человек, который один раз начитал, он и должен все время обновлять. Поэтому нельзя начитать, потом вот они пусть читают. Нет, это уже разные энергии вмешиваются друг с другом. Это не нужно. Обновляйте. Ну, можете время от времени полностью поменять. Эту бутыль можете унести, оставить возле дерева, 6 монет положить рядом, сказать «откупаюсь» и уйти. И сразу же обновить. Если вы будете обновлять, то делайте. Если не будете обновлять, пусть хоть годами он будет. Потому что нельзя просто выносить. Нужно обязательно после этого сразу в этот день обновлять. А просто выносить нельзя куда-нибудь. Лучше разбейте и выкиньте. Так намного безопаснее. Желаю всем удачи и всех благ.